Всем привет! В этом уроке будем делать реальную отправку e-mail сообщений через сервис Brevo. Так, нам понадобится API-ключ Brevo. Переходим сюда в меню SMTP and API. Переходим на вкладочку API Case и добываем наш API-ключ. Я не знаю, как его отсюда достать, поэтому создаем новый. My API Key Generate. Все. И вот нам дали наш API-ключ. Сохраняем его. Старый можно удалить, если он вам не нужен. Отлично. И у нас есть какие варианты. Мы можем отправлять наше сообщение напрямую через API, отправляя HTTP-запросы к их серверу, а можем использовать их SDK. SDK — это обычно просто какая-то обертка вокруг API на вашем языке программирования. И вот здесь они предлагают API для Node.js. То есть можно поставить вот этот вот пакет и написать вот это вот уродство, чтобы сделать запрос. В общем, как показывает практика, все эти сервисы отправки e-mail и SMS пишут отвратительные SDK. Может такое быть, что вы, допустим, подключили, у вас получилось первично с ним что-то отправить, потом вы пытаетесь усложнить свой запрос, и окажется, что они в своем SDK забыли прокинуть какие-то параметры, которые нужны для этого запроса. И, в общем, пользоваться их SDK — это одно страдание. Это раз, поэтому мы будем отправлять запросы напрямую к API. А во-вторых, может такое быть, что вы подключите какой-то сервис, а потом по каким-то причинам он вас не устроит. Начнет плохо работать или еще что-то такое, и вам надо будет переехать на другой сервис. Если вы будете завязаны на его SDK, вам придется использовать потом SDK другого сервиса, и переезжать будет больно. Если вы будете отправлять напрямую запросы к API, то изменения в вашем коде будут минимальные. Просто меняете endpoint, на который вы отправляете, и чуть-чуть меняете формат данных, в зависимости от сервиса, которым вы пользуетесь. Переезжать так тоже будет гораздо удобнее. Хорошо, API-ключ мы скопировали, и приступаем к реализации. Так, ну давайте сразу начнем с n в переменных и добавим туда то, что нам надо. Так, нужны нам следующие переменные. Brevo API Key и имя, от которого мы будем отправлять, и адрес почты, с которой мы будем отправлять. Хорошо. И теперь давайте добавим это непосредственно в env и в env-example. Так, поехали. Brevo API Key. Угу. Хорошо. Дальше. Следующая переменная — это from email name. Здесь можете написать, что хотите. Ну, логично написать название вашего сервиса. Так, и from email адрес. Так, ну, у нас будет, пускай, no reply, то, что мы не ожидаем отсюда ответов. No reply, собака, ideanic.info. У нас приписочка здесь Brevo, да? brevo.ideanic.info. Хорошо, сюда добавили. Так, ошибка. Вот я сейчас в env-example добавил ключ, который я, по идее, не должен всем подряд распространять. В таких ситуациях я обычно здесь пишу что-нибудь типа replace me. Ага, хорошо. Пометили. То есть это файл для других разработчиков, которые придут. Им нужно будет где-то добыть этот ключ. Мы не будем его пушить в репозиторий. В репозитории секреты не пушатся. Хорошо. Давайте секрет напишем. Так. Отлично. В env файл добавили. Теперь давайте создадим файл в lib, который будет посвящен самому Brevo и который будет позже использоваться в отправке e-mail. Так, new file, brevo.ts. Как я говорил, вам в дальнейшем может потребоваться заменить этот сервис, поэтому я рекомендую под сервис создать отдельный файл, в нем описывайте работу с API, а уже в e-mail с TS буквально вот в этом месте напишите код вызова того или иного сервиса, в нашем случае Brevo. Так, давайте добавим код и разберем его. Так, ну нам потребуется библиотека Axios. Axios — это библиотека для отправки HTTP-запросов в удобном формате. install Axios. Угу, хорошо. Так, смотрите, у меня здесь две функции. Make request to Brevo и
send email through Brevo, который оборачивается вокруг make request to Brevo. Вот почему разделяю на две функции, потому что чисто технически через Brevo можно делать многое что, не только отправку e-mail, но и, например, отправку SMS. Вот. И формат запросов примерно всегда одинаковый. Вы просто на какой-то URL отправляете какие-то данные и прокидываете свой API-ключ. Вот. И то есть технически в будущем у вас может появиться еще одна функция, там, send SMS through Brevo, и здесь вам просто нужно будет поменять какие-то эндпоинты, да, там, что-нибудь в таком духе это станет, и примерно все будет работать. Так, ладно. Почему у нас функции 2 объяснил, теперь давайте разберем сами функции. Ну, для начала вот эту. Она принимает path, это путь к API в Brevo. Она принимает data. Data — это какие-то данные, которые будут отправлены по этому endpoint. Хорошо. Теперь смотрим на сам запрос. Метод post. Можно посмотреть, опять же, в документации Brevo, как нужно отправить им запрос, чтобы случилось то, что нам нужно. В итоге есть URL. Вот начинается он всегда вот так вот, а потом какой-то специфический. То есть, например, для отправки e-mail это вот эта строка /smtp/email. Потом header нужно пробрать следующее. Сказать, что мы пробрасываем JSON, передать наш API-ключ и, опять же, так что мы пробрасываем JSON и в ответ принимаем тоже JSON. Вот этот принимаем в ответ, вот это вот мы отправляем. Хорошо. И передаем сами данные. В response нам возвращается Axios Response. Там очень много чего попало. Вот. И я поэтому возвращаю объект с двумя параметрами. Original Response, и здесь буквально то, что вернулось из Axios, и Loggable Response, который позже нам понадобится для вывода симпатичных логов. И для этого мне нужно из оригинального респонса взять поля только статус, статус-текст и дата. Вот. И здесь будет уже какое-то стандартизированное сообщение. Хорошо, вот такая вот простая функция. То есть она просто отправляет что-то в Brevo с указанием API-ключа с указанными данными. Чтобы отправить e-mail через Brevo, я вызываю эту функцию и передаю в нее pass, smtp, e-mail, а также дата, которая берется, опять же, из документации. Subject, то есть сообщение, to. Я здесь буду передавать e-mail, а в Brevo ожидает увидеть вот в таком формате. В квадратных скобочках e-mail to. Ну, e-mail и здесь сам e-mail. Все. И потом HTML письма я передаю сюда. Надо также передать с сендера. Ну, с сендера мы забили when в переменных. Он передается вот в таком формате. Весь этот формат берется, еще раз повторяю, просто из документации Brevo. Хорошо, мы добавили это. Теперь давайте используем нашу функцию send email through Brevo в файле с отправкой e-mail. Так, вот мы сгенерировали HTML и дописываем следующую строку для того, чтобы отправить письмо. Так, берем эту функцию. To — это у нас был e-mail, HTML — это наш контент, subject — это наш subject. И, соответственно, раз у нас теперь есть loggable response, мы можем его и вывести здесь. Так, to мы оставляем, subject мы теперь убираем, пускай его не будет. Template name оставляем. Так, ну давайте template variables тоже выведем, потому что нам удобно будет на них смотреть, какие мы отправляли. И сам контент HTML не будем выводить, потому что он ужасный. Вот, напишем так, response, и здесь loggable response. Хорошо. Пробелы, возможно, здесь избыточные. Хорошо. Так, и теперь давайте проверять работу этой функции. Сейчас нам, по идее, уже должны отправляться настоящие e-mail. Так, убедимся, что у нас работает. Так, убедимся, что у нас работает бэкэнд и фронтенд. Все работает. Так, хорошо. И давайте теперь отправим сами себе сообщение. Так, хорошо. У нас сообщение отправляется при регистрации. Пойдемте попробуем зарегистрироваться под нашей почтой. Переходим в ID Nick, Sign Up и указываем нашу почту. Ну, я сейчас скажу почту, которую я регистрировал для управления всеми сервисами, привязанными к нашему приложению. Так, ник у меня будет у менеджера, пароль у меня будет 1234, 1234. Sign Up. Так, и теперь посмотрим на логи. Произошел send e-mail на эту почту с темплейтом welcome.
template variables были следующими, и response вернулся вот такой. 201, created, ну и некоторый message ID, это возвращает нам сам Brevo. Хорошо, значит, должно было прийти письмо. Ага, вот, смотрим входящее. ID Nick, thanks for registration. Переходим сюда. Все отлично, все сверстно, все подставлено. Если нажать на ID Nick, нас перебрасывает на наш фронт. Если нажать на Add ID, нас перебрасывает на создание идеи. Отлично, получается, отправка e-mail работает. Всем спасибо, можем двигаться дальше.